Холодный осенний ветер пробежался по пустынной улице, заставляя редкие листья кружиться в воздухе. Под фонарем у старого магазина сидела собака. Она не выглядела бездомной, но ее шерсть была взъерошена, а глаза печальные. Прохожие уже привыкли видеть ее здесь каждый день в одно и то же время. Она приходила и садилась у обочины, словно ждала кого-то. Местные жители знали эту собаку. Кто-то говорил, что она ждет хозяина, который когда-то ушел и не вернулся. Кто-то предполагал, что ее просто бросили. Но факт оставался фактом 5 лет подряд. В любую погоду она возвращалась на это место и терпеливо всматривалась в лица прохожих. Однажды дождливым вечером мимо шел пожилой мужчина. Он остановился, посмотрел на собаку и покачал головой. «Бедное животное!» – пробормотал он, доставая кусок хлеба из кармана. Собака неохотно приняла угощение, но ее взгляд снова метался по улице, словно она боялась пропустить что-то важное. Так проходили годы, и люди привыкли к ее присутствию. Кто-то подкармливал ее, кто-то гладил по голове, но никто не мог заменить ей того, кого она ждала. Прошло еще несколько месяцев. Зима сменилась весной, потом наступило жаркое лето, но собака продолжала сидеть на своем месте. Ее шерсть выгорела на солнце, лапы покрылись царапинами, а глаза стали еще более грустными. Люди по-прежнему замечали ее. Некоторые даже пытались забрать домой, но она всякий раз возвращалась обратно, словно невидимая нить привязывала ее к этой улице. Однажды поздним вечером, когда город уже засыпал, к собаке подошла молодая девушка. Она несла в руках пакет с едой и остановилась рядом. «Ты все ждешь», – тихо сказала она, присев рядом. Собака посмотрела на нее, но тут же отвела взгляд, снова всматриваясь в темноту улицы. Девушка задумчиво погладила ее по голове и оставила рядом с ней миску с едой. Прошло несколько дней, и девушка снова пришла. На этот раз она принесла старое полотенце, чтобы постелить собаке и миску с водой. «Я знаю, ты кого-то ждешь», – сказала она, наблюдая, как собака осторожно пьет воду, но вдруг он не вернется. Собака вздрогнула, но не ушла. Девушка приходила к ней каждый день. Они уже привыкли друг к другу, но собака все равно не хотела уходить с улицы. Однажды ночью началась сильная гроза. Молнии разрывали небо, а ветер гнул деревья. Девушка выбежала на улицу с зонтами и плащом. Она боялась, что собака промокнет и заболеет. Но когда она прибежала, то увидела нечто странное. Собака не сидела на своем месте, как обычно. Она стояла напряженно, вглядываясь в темноту. И вдруг ее глаза загорелись надеждой. Она сорвалась с места и, забыв о страхе, побежала по улице. Девушка вскрикнула от неожиданности и бросилась за ней. Что-то изменилось. Что-то наконец-то случилось. Девушка бежала следом, пытаясь не потерять собаку из виду. Ливень хлестал по асфальту. Молнии вспыхивали в небе, но собака мчалась вперед, не обращая внимания ни на дождь, ни на ветер. Ее сердце билось в груди так, словно вот-вот должно было разорваться. Собака пробежала несколько улиц, свернула за угол и внезапно остановилась. Она замерла перед высоким домом с облупившейся краской на дверях. Дрожащая, насквозь промокшая, она смотрела на крыльцо, не отрывая взгляда. Девушка, тяжело дыша, догнала ее. Ее. Она посмотрела на дом, потом на собаку. «Это здесь», – прошептала она, не понимая, что происходит. Собака вдруг тихо заскулила. Она медленно сделала шаг вперед, потом еще один. Ее лапы дрожали, но она шла. И вдруг дверь дома приоткрылась. На пороге стоял мужчина лет 40. Усталые глаза, щетина на лице, сгорбленные плечи. Он выглядел так, будто жизнь давно лишила его радости. Он посмотрел вниз, и в его глазах появилось неверие. «Боня». Собака взвизгнула и бросилась к нему.
Она прыгнула, зарылась носом в его ладони, завиляла хвостом так быстро, что ее тело дрожало от эмоций. Мужчина присел на корточки, обхватил ее голову руками, прижался лбом к ее лбу, его плечи затряслись. «Боня, это ты?» Его голос сорвался. «Ты жива? Ты ждала меня?» Собака лизнула его лицо, поскуливая от счастья. Она ждала этого момента 5 долгих лет. Девушка стояла в стороне, ошеломленно наблюдая за этим. «Это ваша собака?» – наконец спросила она. Мужчина медленно поднял на нее глаза. «Это не просто собака», – прошептал он. «Это мой единственный друг». Мужчина не мог перестать гладить собаку. Его руки дрожали, губы шептали что-то невнятное. Казалось, он не верил своим глазам, словно это был сон, который мог рассыпаться в любую секунду. Боня тыкалась носом в его ладони. Ее хвост метался из стороны в сторону, а глаза сияли такой безграничной преданностью, что у девушки защемилось сердце. Я потерял ее. Наконец выдохнул мужчина, подняв на девушку полные слез глаза. 5 лет назад. Девушка присела рядом, пытаясь осознать происходящее. Что случилось? Мужчина тяжело вздохнул. Я жил в другом районе, в небольшом доме с двором. Бонни была моим единственным близким существом. Мы были вместе с тех пор, как я ее щенком забрал из приюта. Я тогда переживал сложный период. Потерял семью, работу. Она помогла мне выжить. Всегда была рядом. Он сжал кулаки, пытаясь взять себя в руки. Однажды мне пришлось срочно уехать по работе. Я оставил ее у соседа, но когда вернулся, ее не было. Он сказал, что кто-то открыл калитку, и она убежала. Я искал ее месяцами, развешивал объявления, объезжал город, потом потерял надежду, думал, что ее уже нет в живых. Он провел рукой по лицу, смахивая слезы. А она все это время искала меня. Девушка почувствовала, как слезы подступают к горлу. Она вспомнила, как каждый день приходила к собаке, уговаривала ее пойти с собой, но та не уходила. Она ждала. Просто ждала. Мужчина вдруг крепче прижал Боню к себе. «Прости меня, прости, что я не нашел тебя раньше». Собака лишь лизнула его руку, словно говоря, что все уже не важно. Важно только то, что они снова вместе. Девушка улыбнулась сквозь слезы. «Она вас никогда не забывала?» Мужчина посмотрел на нее с благодарностью. «Спасибо вам. Вы заботились о ней, правда?» Она кивнула. «Да, но теперь она дома». Боня прижалась к своему хозяину, закрыла глаза, наслаждаясь теплом его рук. Впервые за 5 лет она была там, где должна быть. Мужчина долго не мог оторваться от Бони. Он гладил ее, перебирал пальцами спутанную шерсть, шептал ей что-то, словно боялся, что если он замолчит, она исчезнет. Собака смотрела на него с такой любовью, что сердце девушки дрогнуло. Они стояли под проливным дождем, но никто из них не замечал ни холода, ни сырости. В этот момент существовали только они, человек и его преданный друг, которых жизнь разлучила, но судьба вновь свела вместе. Наконец мужчина поднялся и выпрямился. «Пойдем домой, Боня». Его голос был тихим, но в нем чувствовалась такая нежность, что девушка невольно улыбнулась. Собака словно поняла его слова. Она не сопротивлялась, не смотрела назад, не пыталась остаться на улице, как делал это раньше. Она сделала шаг вперед, а потом еще один. Теперь ей не нужно было ждать. Девушка смотрела, как они поднимаются по ступенькам, как мужчина открывает дверь и приглашает собаку внутрь. Боня вошла, оглянулась и посмотрела на девушку. В ее взгляде не было тоски, только благодарность. «Спасибо», – сказал мужчина, прежде чем закрыть дверь. Девушка осталась стоять в темноте, слушая шум дождя. Она улыбнулась, чувствуя, как тепло разливается по ее груди. На следующий день, когда она пришла к тому самому месту, где Боня ждала своего хозяина, улица была пуста. В
Впервые за 5 лет собака не сидела там, не всматривалась в лица прохожих, не искала того, кто, как оказалось, всегда был в ее сердце. Чудеса случаются. Иногда они требуют времени, иногда верности. Но если любовь настоящая, если преданность искренна, то даже годы разлуки не смогут разрушить связь, которая сильнее всего на свете. Боня ждала своего хозяина 5 лет. И она дождалась. Эта история учит нас тому, что настоящая любовь и преданность не знают границ. Даже годы разлуки не могут стереть искреннюю связь между теми, кто действительно дорог друг другу. Будь то человек или животное, вера и терпение всегда ведут к чуду. Если вас тронула эта история, поддержите наш канал. Подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые душевные и вдохновляющие истории.